Привет, YouTube, с вами снова канал IamGeek. Надеюсь, ты снимаешь. Дичь. Привет, YouTube, с вами снова канал IamGeek. Перед началом хочу выразить свою благодарность хоть немногочисленным, но уже имеющимся подписчикам канала, которые каким-то образом заинтересовались моим творчеством. Сегодня ко мне подкатила очередная железка, вот такой Operation, это AMD Radeon HD 6970, очередной топовичок. Это следующая топовая видеокарта, которая следует сразу за Radeon HD 5870, которую мы уже однажды тестировали в современных игрушках. На коробке нас ждет вот такая вот высокополигональная бабенка, ну как высокополигональная, для 2012 года, наверное, да. Сегодня мы протестируем этого старичка в более-менее современных игрушках и посмотрим, что он может в них показать. Начну с 4-го Fallout. Особо заморачиваться с настройками не буду, просто выставлю высокий пресет. Наш Радик справится, это точно. Да, он смог. Radeon HD 6970 вытащил 4-й Fallout даже на высоких настройках и получаем стабильные 40 кадров, даже в небольших замесах. При желании можно более тонко настроить графику и получить 60 кадров и выше, практически не теряя качество картинки. Захват изображения опять-таки я делал при помощи MSI Afterburner, но для наглядности сделал еще и запись на камеру. В первом случае над видео трудится центральный процессор, который обладает высокой производительностью в многопотоке, поэтому фреймрейт почти не пострадал. Получили лишь большую нагрузку на узлы компьютера, а именно лишние 10% загрузки процессора и около полгигабайта оперативной памяти. В общем и целом очень играбельно и красиво. Хоть это и не самая мощная видеокарта на свете, но свои деньги она отрабатывает полностью. Польский охотник на особо опасную дичь. Часть 3. В качестве пробного полигона для пробежки на камеру я сразу выбрал Новиград. Именно тут у многих дропается FPS до неприлично низких значений. Уж очень сложно процессору обсчитывать все NPC и геометрию города. Тест проводился в разрешении 1600 на 900 пикселей. Почти все настройки минимальны, кроме текстур и детализации. Их я выставил на максимум, но исключительно для красоты картинки. В среднем мы получаем стабильные 35-40 кадров. И не забываем о том, что за пределами города счетчик покажет намного больше. Онлайн-пособие для автоугонщиков. Часть 5. Тут с настройками немного сложнее. Что-то стоит на средних, что-то на высоких. Этим я старался задействовать имеющиеся 2 гигабайта видеопамяти на борту, но и не превышать их во избежании фризов во время игры. В городе ситуация неоднозначная. Что-то подобное было на 6-ядерном Феноме. Видеокарта не загружена на полную, причем ни процессор, ни видеопамять не перегружены. Опять грешу на недостаточную производительность на один поток. Как-никак у нас i7 первого поколения и разогнан лишь до 3,4 ГГц. За городом ситуация резко меняется. Видеокарта начинает работать на полную, FPS резко поднимается. Изначально я хотел добавить к тесту 3-ю мафию, но так как в прошлом видео я уже запускал ее именно на этом железе, то нагляднее будет там и посмотреть. Ссылка на видео будет на экране. И на этом у меня все. С вами был канал IamGeek. Так, стоп. Чуть не забыл. Перед тем, как со всеми попрощаться, мы накажем одного нерадивого подписчика. Вот он, наш негодяй. Держи, я тут тебе апельсинов принес. С вами был канал IamGeek. Не забывайте оставлять свои пальцы вверх и обязательно подписывайтесь на канал. Всем добра!